Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить с вами настоящую каспийскую уху из белуги. Значит, у нас здесь башка рыбья, вот такая, килограмма на 4, наверное, на 3. Помните ту белушку? Вот это ее последние запчасти. Вот такая у нас голова. Это у нас хрящики, хвосты, плавники. То, из чего будет у нас навар. И вот это хороший, наверное, килограммчик здесь мяса. Это мы тоже добавим в нашу уху. Друзья, я не знаю, не спрашивайте, зачем это делается. Но у нас так принято. Вот этот кончик носа белужьего отрубать. Так, это жабры, они нам не нужны, конечно. Друзья, это ее мозг, смотрите, вот оно. Серое вещество. Вот. Белужьи мозги. Друзья, уха у нас будет сегодня двойная. Наверняка многие из вас знают, что это означает. Значит, вот из этих дел, это хрящи, значит, хвост, плавники, как бы вот эти хрящевые остатки, да, от рыбы, так будем говорить. Из этого мы сварим первый бульон. Он получается наиболее насыщенный, потому что он варится на хрящах. А потом уже в этом бульоне мы будем варить мясо, которое мы будем уже употреблять в пищу. Из-за этого эта уха называется двойная. Значит, в первый бульон у нас помимо вот этого мяса хрящей идет только лук. Мы вот так его надрезаем крестом. 2 луковицы, пучок петрушки пойдет и лавровый лист. Все. Пошли варить бульон. Вливаем холодную воду. Все, друзья, запускаем все наши хрящики. Посмотрите, здесь сколько мяса еще осталось. Помните, я срезал, да, вот эти жучки. Друзья, 3-4 лавровых листика. Вот этот лук целиком надрезанный. И пучок петрушки. Закрываю крышкой. Доводим до кипения. Снимаем пеночку. И час где-то это у нас все поварится. Пусть максимально вот все свои соки, вот этот клей свой хряща отдадут в бульон. Проверим, как здесь наша уха. О, процесс идет. Посмотрите, сколько пенки. Это надо снять, друзья. Сейчас пеночку снимем.
Друзья, там наш бульон уже активно кипит. Я думаю, осталось вариться ему минут 15. Сейчас мы что сделаем? Нарежем сюда морковку, картошку. Процедим наш бульон. И во все вот эти уже овощи добавим вариться вместе с рыбой. Морковку и картошку я кладу совсем немного. Потому что уха это у нас не про овощи. Уха это прежде всего рыба и бульон. А это так немножко для украшения больше. Также нарежем рыбку, друзья. Вот это хороший такой кусочек. Здесь примерно килограмм. Это мы будем уже кушать с нашим бульоном. И вот такие, посмотрите, какие кусочки. Прям шоколадные кусочки у нас пойдут в бульон. Да, посмотрите, какой прекрасный прозрачный бульон получился. Отлично. Все, я думаю, уже достаточно. Поварилось больше часа. Сейчас мы этот бульон хорошенько процедим через четверной слой марли. И будем уже варить нашу рыбу. Вот эти вареные хрящи, я надеюсь, мои кошки поедят. Не будут привередничать. А теперь вливаем наш чистенький процеженный бульон обратно в казан. Вот так. Пошла картошка, морковка. Теперь вот эти кусочки рыбки. Смотрите, какие красивые. Горсточку перца горошком. Хорошенько солим. И варим уже теперь минут 15. Вот как рыба отварится, все, уха готова. Друзья, это пока не мне. Это по традиции. Рюмка водки. Ох, что здесь творится. Так, это дань Нептуну, чтобы он всегда нам рыбку посылал. И еще по одной традиции, друзья, нужно затушить головешку в ухе. Все, пора кушать.
Друзья, на улице так холодно. Где-то 1, 0, минус 1, что-то в этом роде. Но ощущается, наверное, как все минус 5. Ветер. Очень холодно. Так что уха у нас в тему, друзья. Это очень согреет, по-моему. Замерз, как собака. Шапочку сниму. Фуражку снял. Некоторые замечания делают, что в помещении не положено. Я говорю, что капитанам положено все равно. Не верят. Ой, как хорошо. Это просто лекарство, друзья. В такой мороз ничего лучше не придумаешь. Супер. Согревает супер. Сейчас добавлю дров. Друзья, очень холодно. Ваше здоровье. Вот она, друзья. Героиня нашего романа. Белуга. Великолепно. Чуть-чуть, правда, соли не хватает. Я обычно пересаливаю, а в этот раз что-то недосол пошел. Друзья, белуга фантастическая. Вот, кстати, многие любят вареную белугу больше, чем шашлык из нее. Не знаю почему. Мне шашлык, честно говоря, больше нравится, но вареный тоже бесподобно. Вот такие кусочки. Это любителям белуги я всем советую вот это блюдо. То есть фактически что мы получаем? Вареную белугу, как вы любите, и еще плюс вот такой рыбный бульон. Шикарный. Еще кусочек. Уж очень она вкусная. А вот эта кожа с подкожным жиром проваривается. Ой, это нежнейшее. Вообще, уха сварена именно таким методом, когда двойной бульон и когда она сделана из осетровых, у них же хрящей много, да, настолько наваристый жирный бульон получается, что мне всегда напоминает хаш. Я даже снимал какое-то видео, не помню, я так и назвал, морской хаш. Вот что-то вроде хаша, только в морском исполнении. Каспийская уха. Кстати, насчет хаша. Я никогда не готовил хаш, вот настоящий классический хаш. Но я чувствую, что мне скоро придется его приготовить. Во-первых, очень многие просят. И потом я сам что-то захотел. Но я хаш делаю необычный. Посмотрите, друзья. А вот морковка, картошка, как я говорил, в ухе это, наверное, больше для украшений. Я не скажу, что не подходит сюда. Ну, как бы и без них просто шикарно получается. Вообще, настоящая уха, как говорится, мне вот рыбаки не дадут соврать. Это рыба и вода, ну и соль. И в основном ее делают на рыбалке. Просто и уже под рукой имея какие-то другие продукты. Все-таки хочется их тоже иногда добавить. Вот так, друзья. Вот такое у нас видео. Очень вкусно. Рыбка бесподобная. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам за просмотр моего очередного видео. До новых встреч на нашем канале. До свидания.